Этельстан был последним королем Уэссекса и первым королем Англии. Он никогда не был женат и не имел детей. Ему наследовал его сводный брат Эдмунд. Оба они, Этельстан и Эдмунд, были сыновьями Эдуарда Старшего и внуками Альфреда Великого. Правнук Альфреда Эдгар, вступивший на престол в 959 году, официально коронован королем Англии и императором Британии. Коронация прошла в Бате в 973 году. На чеканке монеты он написал «Эдгар, король Англии». Коронация Эдгара, первая в своем роде в Англии, была грандиозным событием, и многие ритуалы и слова все еще можно было увидеть во время коронации Елизаветы II в 1953 году, хотя и на английском, а прежде на латыни. Эдгар умер в 975 году, через 16 лет после вступления на престол, когда ему было лишь за 30. Некоторые магнаты поддержали наследование его младшего сына Этереда. Этеред правил 38 лет. Одно из самых продолжительных правлений в истории Англии. Он получил прозвище «Этеред неспособный», так как оказался одним из самых губительных королей Англии. Когда возникли споры с Ричардом Добрым, герцогом Нормандии, мир между двумя правителями был установлен традиционным способом, путем брака Этереда с сестрой герцога Эммой Нормандской. В том браке родились двое сыновей – Эдуард Исповедник, будущий король, и Альфред. Брак короля с Эммой Нормандской имел катастрофические долгосрочные последствия для дома Уэссексов. Брак, который связывает Францию и Англию, помог проложить путь для внука Ричарда II, Вильгельма Завоевателя, который впоследствии стал первым королем Англии из Нормандии. Это произошло после того, как Вильгельм вторгся в Англию и выиграл битву при Гастингсе в 1066 году. Этеред оказался очень слабым королем. Охваченный ужасом, он по глупости начал политику выплаты викингам больших сумм денег, чтобы те ушли. Это неизменно только подпитывало их жадность, и они неоднократно возвращались за новой данью. Многие из саксов мужественно и без помощи своего короля сражались с жестокими набегами викингов. В древнеанглийской героической поэме рассказывается о исторической стычке между восточными саксами и войсками викингов, возглавляемых норвежским королем Олафом Трюгвансоном. Стихотворение, к сожалению, полностью не сохранилось. Начало и конец утеряны, но поэма примечательна яркими драматическими сценами сражений и выражением духа верности своему вождю. Жители Эссекса во главе с их одерменом Биттреном отважно выступили против захватчиков в битве при Мелдоне у реки Блэквоте в Эссексе в 991 году. Когда викинги оказались в невыгодном положении и не могли передвигаться, Бирнет безрассудно позволил им безопасно перебраться через ручей, и сражение продолжилось. Несмотря на высочайший подвиг отваги Биттрена, он все-таки был убит, и англичане, оставшись без командования своего лидера, были побеждены. В Англии основа для земельного налога стала известна как Дангельд. Первоначально его взимали как дань, чтобы подкупить викингов-захватчиков. Уплата англичанами серебра в размере 10 тысяч римских фунтов, что составляло 3 килограмма 300 грамм, впервые была произведена в 991 году, после победы викингов в битве при Мелдоне, когда Этереду посоветовали откупиться от викингов,
а не продолжать вооруженную борьбу. Сумма выплаченного серебра впечатлила датчан мыслью о том, что вымогательство у англичан намного выгоднее, чем брать любую добычу, которую они могли бы захватить и ограбить. С этого момента викинги могли совершать набеги когда угодно. Олаф снова вторгся на территорию саксов и теперь с датским королем Свейном I Белобородом. Несколько слов об Олафе Трюгвансоне. Олаф был сыном вождя на юго-востоке Норвегии. Родился вскоре после того, как его отец Трюгви Олафсон был убит норвежским правителем Харальдом II Серым Плащом. Олаф со своей матерью Эстрид бежали ко двору святого Владимира, великого князя Киева и всея Руси, и был обучен как воин-викинг. В 991 году он присоединился к атакам викингов на Англию, которые возобновились вступлением на английский престол в 978 году Этельреда II Неготового, прозвище которого на древнеанглийском означает «опрометчивый». В 994 году датчане под командованием короля Свейна Белоборода и Олафа Трюгвассона вернулись и осадили Лондон. Хотя викингам не удалось взять Лондон, они не сразу вернулись домой, а продолжали терроризировать остальную Англию. Это также было началом второй эпохи викингов. Правление викингов длилось до середины X века. Свейн Белобородый изначально не был заинтересован в завоевании Англии. Он предпочитал проводить набеги на остров. Этельред все еще был на английском троне. Фактически он правил до 1016 года. По той или иной причине Этельред не прибегал к военной силе, чтобы избавиться от налетчиков-викингов. Скорее, он решил расплатиться с ними, как делал это раньше. В день Святого Брайса, 13 ноября 1002 года, Этельред по глупости приказал устроить великую резню датчан по всей Англии, в результате чего пролились реки крови. Из некоторых источников высказывались предположения, что одной из датчан, убитых во время резни, была Гунхильд, сестра Свейна. Свейн Белобородый совершил набег на Англию в 1003 году. Судя по всему, датский король лично не совершал набегов на остров с 1004 года. В августе 1009 года большая датская армия во главе с Торкелом Высоким сначала двинулась к городу Кентербери, но жители Кента предложили Торкелу хорошие деньги, чтобы заставить армию отказаться от нападения. В сентябре 1011 года армия викингов вернулась в Кентербери и осадила город в течение 3 недель. Датчане захватили несколько ценных заложников. В их числе оказался архиепископ кентерберийский Элфия. Элдерман Эдрик Стриона предложил Торкелу астрономическую сумму – 48 тысяч фунтов Дангельди. Но 19 апреля 1012 года люди Торкела жестоко убили архиепископа во время пира в Гринвиче. В 1013 году Свейн Белобородый и его сын Кнут, или Канут, как его еще называют, совершили очередной набег на Англию. Этот набег отличался от предыдущих, так как вскоре стал завоеванием. Эмма с детьми бежали в Нормандию. Свейну удалось свергнуть короля Этельреда Неготового, который также был вынужден покинуть страну и нашел убежище при дворе своего зятя в Нормандии. Изгнанный король
оставался там до смерти Свейна, что на самом деле не заставило себя долго ждать. В следующем году Свейн внезапно скончался во сне. К концу 1013 года Свейн был на пике своего могущества и был правителем Дании, Норвегии и Англии. С другой стороны, Свейн правил Англией всего около 5 недель, и у него не было времени доказать, что он был способным правителем. Считается, что Свейн I родился около 960 года нашей эры. Его отцом был Харальд I, известный также как Харальд Блютуз. Современная технология Bluetooth была названа именно в его честь, в честь этого Харальда. В результате внезапной смерти Свейна империя, которую он создал, почти сразу же распалась. Сын Свейна Кнут позже воскресит империю своего отца. Кнут правил Англией намного дольше своего отца, что давало ему больше времени, чтобы произвести впечатление на англичан, что он и сделал. Его добрые дела записывались английскими летописцами того времени, и как следствие он стал известен как Кнут Великий. Воспользовавшись смертью Свейна, Витаны, английские дворяне, договорились с Этельредом о возвращении. В Англию Этельред вернулся из изгнания и правил до своей смерти в 1016 году.